Здравствуйте, мои дорогие друзья и те, кто, быть может, совершенно случайно оказался на канале Таро Немо. Сбудется ли ваше желание? Давайте узнаем. Желаний бывает много. Ну, у нас будет 3 позиции. Вы можете одну загадать. Ну, может быть, знаете, я бы сказала так. Это, конечно, могут быть разные желания, а можно вот так немножко диапазон расширить и, к примеру, построить желание по периодам, например, да, или, то есть по времени. Хотя долгое время не загадывайте, мы лучше будем повторять. Или я бы сказала так, если я поступлю одним образом, или как-то там по-другому, иначе, одним словом, вариантов множество, как вам подскажет интуиция. Вот вы прислушайтесь к интуиции. Я сейчас выложу 3 карты, и мы поступим так. Если карты говорят «да», вот и желание сбудется, ну и все, лучше враг хорошего. А если, ну, как-то так вот, знаете, 50 на 50, непонятно. Ну, тогда мы любопытные, мы узнаем, что же там мешает, а что располагает к этому, что нужно, может быть, сделать. Или даже если мы будем, допустим, что-то продолжать, может быть, это ни к чему не приведет. Итак, это у нас первая позиция, вторая, второй вариант, и третья позиция, третий вариант. Я не буду долго ждать, я проставлю тайм-коды под видео. А мы начинаем, если не хватает времени вам определиться, просто поставьте на паузу. Итак, первый вариант. Кто загадал, сбудется ваше желание или нет? Ну вот пятерка пентаклей говорит, что вообще нет. Хотя я должна сказать, тут ведь тоже есть условности. Недостаток взаимопонимания и недостаток финансов. Иногда эта карта трактуется как пример того, что у нас сейчас в нашей жизни происходит своеобразный выбор, распутье или перепутье. Мы как, ну, на развилке стоим. Мы не знаем вообще, куда, направо, налево, или каким образом провзаимодействовать с конкретным человеком. Где-то карта дает подсказку, что здесь неоднозначное «нет», ведь это мелкая карта. Карта именно недостатка. А вот мне интересно, давайте все-таки узнаем, чего тут не хватает, вот по первому варианту. Вот интересно, смотрите, тут не хватает каких-то внешних событий. Всегда старший аркан– это внешняя история или воздействие на нас. Может быть, даже как отправной пункт, знаете, то, что мы слышим в средствах массовой информации, когда меняются законы. Ну, сами по себе законы в сыром виде не меняются, а вот какие-то приложения, да, дополнения, они выходят регулярно к тому или иному закону или положению, опять же. И иногда существенно видоизменяют или давая какие-то дополнительные возможности. Вот у кого-то будет именно с этим. Или когда можно как-то может быть, вашу ситуацию от желания какого-то лица. Или, к примеру, у кого-то вопросы в суде идут. Я такое могу предположить. Так вот тут неоднозначно нет. А может быть, у вас какой-то неправильный адвокат, мои дорогие. И адвокатура дело такое, но я как вариант. Есть специалисты, которые, ну, прямо по всем сразу областям, они профи. А если мы так немножко детализируем, есть те, которые рассматривают, предположим, гражданские какие-то дела или связанные с рабочим там процессом, или более серьезное что-то. Понимаете, вам нужно найти какого-то человека, который более чем в этой теме. Или он более подкован. Тут именно внешняя какая-то помощь, события для кого-то, правда, отправной пункт, информация. Вы пока не получили эту информацию. Или желание конкретного человека. Вот давайте тогда раскроем. Так как, что было «да», с чем это связано. А вот правда, у кого-то суды или встреча с конкретным человеком, или какие-то согласования с конкретным человеком. И у кого-то это может быть, хотя я не очень привязываюсь к гороскопам, но все же. Это у нас знаки зодиака стихии воздуха, близнецы, весы, водолей. А может быть, это у вас, у самих, асцендент, где-то вы об одном из этих знаков, или по луне. Тут, с одной стороны, колесо фортуны, тогда если у вас проигрывается асцендент, луна или вы сами,
то тогда вам нужно как будто дождаться удобного момента. И вот потом действовать, да, с учетом колеса фортуны. Может быть, ну, это как список очередности куда-то. Тут кто что загадал, да? И тогда нужно отслеживать. Вы, если хотите это осуществить, то тогда вам нужно очень детально отслеживать, потому что будет, тем не менее, возможность. Но если вы будете просто ждать, когда вас куда-то позовут или что-то вам предложат, этого не произойдет. Может быть, и мои дорогие, у кого вот вопрос с судами идет, то тут правда, ведь по королю мечей у нас идут юристы, адвокаты, или ваша проблема, она может быть решена, допустим, каким-то чиновником, или чиновник может прояснить какую-то вашу ситуацию, или должен быть заключен какой-то еще документ, например, да, карта рационализма, а иногда это и у нас врачи, люди в форме проходят, ну, врачи в том числе, то тут надо не гадать, как оно пройдет, тут надо обратиться к специалисту. Тут вот именно, как первая карта, я говорю, тут воздействие третьих лиц или каких-то сил, тут не совсем все, ну, от вас, а тут именно какое-то тандем, что ли. Вы и еще либо что-то, либо кто-то конкретно. А у кого-то, например, на злобу дня нужно что-то решить по дому, какой-то вопрос по части ремонта, поменять сантехнику, например, да, или электрику, вот что-то такое. Тогда тоже, тут ты не жди, не рискуй, ты тут вызови специалиста, может быть и так. То есть вот самые разные области, именно тут нужно кого-то подключать, я бы сказала. И тогда колесо фортуны, ну, условно, пространство, вселенная будет за вас. Да, тогда вы, ну, будете более чем довольны. Вы знаете, есть, по крайней мере, возможность такого человека привлечь. Значит, каким-то образом вы можете найти это лицо. Или, может быть, и правда, это связано с изменениями, ну, на таком более глобальном уровне, когда меняются, ну, как какие-то границы рушатся, да, ведь иногда по колесу фортуны, когда выпадает эта карта, всегда колесо идет наверх, как бы достигая пика, а потом оно неизбежно пойдет вниз. Тут нельзя терять времени. Если вы поставили перед собой какую-то задачу, тему, будьте внимательны, потому что тут, скорее всего, какой-то скоростной режим вам придется включать, не оставлять что-то на потом. Потому что по колесу фортуны сейчас момент есть, а вот мы отложили на завтра, момента уже нет. Тут что-то именно еще и в пространстве, как для вас, может сыграть со знаком плюс. Может быть, это вас ведет судьба с конкретным человеком, и получится что-то хорошее. Вот такой вот неоднозначный первый вариант. То есть, если мы ждем, да, и я должна сказать, обратите внимание, двое проходят мимо. Ведь горит свет, теплый, богатый, уютный дом. Но нам показаны те, которые думают, что нет, мне не помогут, мне не окажут содействия. Пойду-ка я лесом, называется. Не буду я туда обращаться. И даже если вы получили 99 раз отказ, то, а вот сейчас у вас какая-то тема, задумка, значит, нужно хорошенько продумать, на кого выйти, каким образом. И на 100-й раз у вас решится какой-то вопрос. Есть возможность. Вот однозначно, согласитесь, тут даже не знаю, Таро, как будто нам говорят, что да. А давайте, как быстро решится этот вопрос? Не быстро, мои дорогие, нет. Ну, к примеру, вот все то, что мы сейчас только что с вами проговорили, по шестерке мечей, это своего рода, ну, тут от вас потребуется решимость, и перед этим какое-то решение. Ведь это всегда карта, которая предвещает успех, но этот успех заслуженный, который зависит целиком и полностью, опять же, от вас. Но это карта успеха, у кого-то, может быть, вопросы работы, сокращения на работе или там какие-то перетрубации на работе, перемещения, или закрывается офис, или меняются какие-то законы, графики. Ну, тут у каждого свое. И тогда, может быть, нужно искать работу, но пока эту мы не оставляем. По пятерке пентаклей мы что-то не рвем, понимаете? Иначе и нас начинает ломать изнутри. Но очень быстро перестраиваемся в новом направлении. Ведь шестерка мечей, это нам о чем говорит? Трое отплыли от прежнего берега.
И всегда, если на других колодах, вот вы вспомните классические карты, там ничего на этом берегу уже не растет. Это то место, где мы не можем раскрыть таланты, это то место, где мы, может быть, не можем находиться. У кого-то так, у кого-то напрямую дорога, а у кого-то будет по работе вообще новое начинание, изучение языков, кстати. Это идет по шестерке мечей. Работа в интернет, новые цифровые какие-то технологии или все, что с этим связано. Это наш мир, мои дорогие, это правда. И вас ждет успех даже в совершенно новом направлении. Но это не, знаете, не триумф, который завтра. Нет, тут нужно и передумать что-то, и где-то единомышленника как минимум одного иметь, но и самому решение четко иметь, решимость сделать этот первый шаг. Но если мы готовы, достаточно мужества пройти какой-то путь. Ведь по этой карте я всегда говорю, мы как исследуем непознанную землю, вот как раз без карты. Или где-то мы не знаем, что будет завтра. Так вот, если мужества достаточно пройти этот путь, то, может быть, этот путь в одиночку, то и успех вас ожидает. То есть вот с такими условностями идет у нас первый вариант. Ладно, давайте узнаем, а что же второй вариант? Да или нет? Что ж за карты такие у нас сегодня с вами выпадают? И опять ни да, ни нет. Это пауза. Вот, может быть, это вы загадали какой-то вопрос, а у вас пауза, а вы ждете прорыва. Давайте перемешаем, добавим то, что у нас выпало. Тем не менее, да, я думаю, по первому варианту вы поняли. Итак, второй вариант. Да или нет, сбудется ли же ваше желание или как-то однозначно нет. Может быть, нам и не надо туда идти. Ведь человек, посмотрите, по четверке мечей мы складываем оружие. Мы тут сами что-то не инициируем. Но это также карта будет говорить не только о такой своеобразной не включении или дипломатии, может быть, даже, да, когда мы отходим от дел, сложили оружие, ну, где-то ждем. С другой стороны, и мысли-то мы тоже в порядок приводим. Где-то карта иногда говорит, тебе нужно сделать такую внутреннюю перезагрузку, имеется в виду сознание где-то. Помним, что сознание – великий шаблон. Привычка, мои дорогие, это не интеллект. Интеллект – это высшее знание. Вот здесь где-то связь, как и мы слушаем интуицию, так мы и анализируем что-то, безусловно. Какой-то змеиный режим, так и хочется сказать. У нас сейчас год змеи, а змея, она мудрая. Тут какие-то мудрые решения. Так сбудется ваше желание? Или почему вот эта пауза создалась? Вот почему эта пауза? А тут, правда, какая-то перезагрузка. Это вы, скорее всего. Вам бы, может быть, и очень хотелось, чтобы что-то сбылось. А вот смотрите, если кто-то из вас загадал что-то такое продолжительное, и вы думаете, в конечном итоге будет какой-то эквивалент, прогресс, будет, это точно. Но опять же, нужно пройти еще какой-то путь. Начинается как с хаоса перед началом творения. Вот вы сейчас находитесь в каком-то, ну, как в пространстве, которое сложно даже подобрать слова, да. Хаос – это только лишь как фраза речи, какая-то путаница вот происходит. И, может быть, вам нужно и согласование прояснить, а может быть, у кого-то это связано с заработками, а у кого-то это связано с перемещением, с путешествием, переездом куда-то далеко. И тысяча условностей. Вроде вы что-то уже разложили по местам, по полочкам. И, может быть, по второй как раз ситуации или по второму варианту происходят изменения. Те изменения, которые вы, ну, вообще не ожидали. И вы сами, может быть, эту паузу инициировали, потому что, ну, чувствуете, сейчас не время. Или, ну, как-то это для меня может сыграть с каким-то минусом. Или что-то не просчитаешь. Вторая позиция. Тут будет, скорее всего, то, что вы пытаетесь не на короткий период решить, а чтобы создать что-то такое цельное, надежное. Почему это пауза? Это для вас очень дорого, любимо. И у кого-то это вопросы взаимоотношений. Может быть, и отношения на паузе. Может быть, вы и рассматриваете, да, стоит это продолжать или нет. И вы, может быть, уже бы и решились какое-то время тому назад. А тут либо
Ну, как внутренний инсайт. Вы себя вдруг или что-то вас там вот такое необъяснимое даже останавливает. Какая-то путаница даже в душе, кстати, может останавливать. И говорить, давать подсказки. Ты себе не навреди, не будь дураком буквально. Потому что ты сейчас опять какую-то ошибку повторишь. И вы знаете, ведь для вас эти энергии полезны. Туз кубков. Кто знает, может быть, пока вы решили, допустим, разобраться в какой-то даже личной истории. Но так, наверное, раз за разом или день за днем все-таки вы с чем-то разберетесь. И пусть даже какая-то история у вас закончится, начнется другая, мои дорогие. Тут явно какая-то перезагрузка между паузой и началом чего-то нового. Я, конечно, не исключаю, что и возвращение какой-то прежней истории, да, но она тогда должна пойти в ином ключе. А может быть, и человек иногда, или мы даже кого-то пытаемся вернуть, так тоже бывает. Мы его вернули, потом посмотрели и думаем, да ну тебя, лучше назад, сдаю позиции назад. Я, конечно, утрирую, но что-то подобное может проиграться, ведь это старший аркан. Но следом за ним идет радость. Вот почему вот эта пауза? Да потому что вот правда, сейчас есть еще какая-то неопределенность, и вы, может быть, интуитивно чувствуете, нет, тут, скорее всего, что-то придется переиграть в другом ключе. Ладно, давайте, почему же еще пауза? А вот вам не хочется быть дураком буквально. Ну, опять же, фраза речи. Да не хочется вкладываться в то, что потом мы буквально рухнем от этого. Или будем кому-то удобны, кому-то полезны, мои дорогие. Ведь так вот разобраться. Люблю эту колоду, обратите внимание. Человек в таких богатых одеждах тащит вот эту вязанку. Куда? В облезлую башню. Он света белого не видит, обратите внимание. Человек смотрит под ноги, в землю. Ну, конечно, согнула его под этой вязанкой из жезлов. И они железные, они тяжелые. Он, видимо, себе поставил задачу. Я должен дотащить вот именно в этот пункт. А если бы вот он так вот остановился и подумал, а так ли тебе надо тащить? Вот ты зачем это делаешь? Карта говорит, что и у вас вот эта пауза, скорее вами где-то инициирована. Пусть она была изначально инициирована даже не вами, а обстоятельства или кем-то другим. Но вы тогда видите судьбоносность момента, что правда, тут вот нужно что-то переиграть, передумать. И вот точно торопиться-то не надо. Потороплюсь, и обязательно я вот в этот обрыв и попаду, а мне этого не хочется. И вы себя бережете, правильно делаете. Потому что если мы подумаем, если мы как будто остановимся, осмотримся по сторонам, мы себе зададим вопрос, а на кой я тащу этот воз вот в эту обрезлую серую башню? Вот зачем мне эти жезлы и зачем, чтобы я туда их донес? И ведь нам карта показывает человека, который мог включиться в подобный процесс из благородных побуждений, потому что человек явно достаточно образован, он хорошо одет, но он, посмотрите, он, может быть, прежде когда-то решил, что это жизненно необходимо. Может быть, это его жизненные постулаты, принципы не позволили ему уйти от чьей-то просьбы. Он на что-то согласился. А теперь он вынужден двигаться именно потому, что он так решил, что ему это жизненно необходимо. Вот тут нужно что-то перерешать, передумать. Синяя одежда у нашего героя, а обратите внимание, красный цвет присутствует на ногах, это движение, на животе пояс, и это жизнь, олицетворение, как я сказала, фраза «жизненно необходимо», и на голове в берете тоже красный такой ободок, это как мысли наши, вот где наши мысли ходят, или как мысли формируют наши действия. То есть сам-то человек, нет больше этих красных цветов, а потому что он так решил именно. Возьмите и перерешайте что-то. Вот может быть поэтому вас жизнь заставляет или даже становит что-то на паузу. Ну давайте мы узнаем, в конечном итоге выход из этой паузы будет? Вы знаете, будет. Вы бросите эти 10 жезлов. Второй вариант, вы, скорее всего, от чего-то откажетесь. Вы будете тут переигрывать что-то. И совсем не в том формате, как это было задумано прежде. Восьмерка кубков, мы уходим. Человек не оборачивается. И даже, может быть, эти кубки есть пустые, может быть, там есть и полные.
Ему не интересно, что там было в прошлом. Он идет в будущее. Вот для вас какая-то прошлая история завершается. И тогда чего ждать по этому варианту? Ну, будет победа. Но эта победа, мои дорогие, не в той паузе, в которой вы обдумываете, или не в прежнем намерении, не в прежней цели. Они где-то могут остаться прежними, но они в новом ключе, в новом фарватере, в новом продвижении. Когда вы опять же должны прежде сбросить вот этот груз забот или каких-то обязанностей. Потому что тут основная тема. Ты будешь счастливым только тогда, когда тебя что-то будет вдохновлять, именно тебя, а не ты кого-то. Или вот это дело, которым ты занимаешься или себе наметил, ты должен видеть вот эти перспективы, а не облезлую башню. И вот тогда у тебя будет победа. Тогда ты только, ну, тебя это будет и радовать, и вдохновлять. Будет баланс, мои дорогие. Ведь любая 6 победа еще и почему? Потому что, ну, такое волшебное число. И если мы вспомним китайскую гексаграмму, там ведь тоже 6 максимум. Так вот, 6 это вершина нашей активности и действий, когда есть результат. Так вот, будет и результат, когда мы тут что-то переиграем, ну или буквально что-то передумаем, переиначим, может быть, как-то по-другому, и пойдем куда-то в совсем другом направлении. Как будто вас сейчас и останавливают, чтобы вы не тащили, мои дорогие, вот эти 10 жезлов в облезлую башню. Вы можете где-то не видеть, но, скорее всего, кто заказал второй вариант, будьте честны сами с собой. Не случайно, знаете, как пространство закрыло дверь, поставило какую-то стену, а мы рвемся, бьемся в эту стену. Может быть, стучим изо всех сил, в надежде, что там откроется дверь. А нам нужно открыть глаза и увидеть. Да нет, это нам жизнь дает такие барьеры и заставляет задуматься, а так ли уж тебе это надо для твоего счастья? Ладно, давайте мы сложим опять же карты и посмотрим, что ж там по третьему варианту. Тогда или нет. Сбудется ваше желание или не сбудется. Как вообще видят карты? Что тут за позиция такая? Сбудется. Намеченная или не сбудется. Третья позиция опять про какое-то ожидание. Смотрите, двойка жезлов, внутреннее состояние таково, что надоело мне ходить между этими двумя жезлами. Вот здесь, в этой колоде, очень так ярко, красочно художник изображает то, в каком состоянии находится человек. Да, он пока вот в этом пространстве, но он уже ждет вот как будто этих кораблей. Это вы можете ждать какую-то новость. Или вы уже представляете, вот у нас буквально человек визуализирует, как будто, ну, может быть, видно хорошо или не очень. Я надеюсь, я приближу карту, и вы как-то это можете рассмотреть. Но поверьте на слово, тут по этой карте именно он, визуализируя свою цель, намерение, мечту, приближает вот эту дату. Он что-то, может быть, и продумывает, потому что по двойке жезлов мы всегда от чего-то отталкиваемся. Мы не прыгаем тут в никуда, нет. Двойка жезлов – это какой-то базис, это стабильность. Поэтому, может быть, нужно просчитать. У кого-то просчитать финансовый в какой-то момент, когда, ну, мы не должны уйти в минус. Вот то дело, которое вы задумали. Его таким наскоком не решишь. Ну, давайте спросим, с чем это связано. Но как будто уже вы знаете, чего вы хотите. Самое главное по этой карте. Но как будто быстро-то вот вы сами внутреннее какое-то распутье или ваш какой-то, может быть, и финансовый вопрос, или какая-то стабилизирующая ситуация. У кого-то она связана с документами, у кого-то с новостями, у кого-то с поиском, что я там, какой вариант найду. Тут ведь разные совершенно направления. Или найду ли я конкретного человека, может быть, для решения моего вопроса или осуществления задуманного. Тут еще есть такая вот зыбкость. С чем это связано? Ну, правда, вот все то, что я сказала, конкретно король Пентаклей. И контроль над финансами, и точно так же над обстановкой. Здесь не должно быть просчета, мои дорогие. Это великий консерватор. И что бы мы тут в будущее не задумали, оттолкнуться-то мы от сегодняшнего берега должны. И поэтому вот то ваше положение или то ваше состояние, даже по деньгам,
Здесь это нужно приумножать, но никак не уменьшать с учетом этой карты. У кого-то именно финансы не дают возможности стартануть. Какая-то, может быть, нечестность. Или вы допускаете, что в отношении вас кто-то хитрый план может проявить, да? Или это вы кому-то не верите, боитесь, может быть, и сами ошибиться. Может быть, вы понимаете, что вы, к примеру, да, столкнулись с такой ситуацией, когда вам просто необходимо, с одной стороны, куда-то отправиться, дабы быстрее выйти и не просто из путаницы, а когда, ну, буквально вы увязли в какой-то прежней истории и в каких-то даже обязательствах. Вот у кого-то может быть так. Вы не видите продолжения по третьей ситуации именно потому, что либо местность мешает, конкретное место, либо какие-то конкретные люди, которые хитрят, изворачиваются, и есть какая-то неточность, и вы, может быть, прежнее время вы куда-то вкладывались. Вот тут, правда, может быть и по финансам такая история, когда мне нужно вот именно сейчас заняться финансами. Может быть, кто-то задумал даже вопросы работы, но они все равно, отправная точка будут именно финансы, как побудительный мотив. Потому что где-то это связано с вашими расходами, или когда доходы к вам приходят, но вы до бесконечности кому-то помогаете, а кто-то вам до бесконечности точно так же плачет в жилетку. И вот теперь это нужно как бы остановить. Кто-то хитрит, иными словами, по отношению к вам, потому что тут ведь есть хитрость, карта воришки. И пусть это нигде не прописано, но это присутствует, карта хитрости и обмана. И одновременно с финансами она перекликается. Почему? То есть с каким-то материализмом. Нам человек показан, он ведь мечи забирает, он какой-то предмет материальный. Но вот у кого-то это может быть с учетом особенно первой карты. Вам хочется или вы надеетесь, что, может быть, находясь в новой местности или в каком-то новом месте, но на новой территории, куда вы намереваетесь отправиться, или взаимодействуя с другими людьми, вы как раз и сумеете от какой-то привязки освободиться или даже внутренне, как, знаете, ментально освободиться от того, что вы чувствуете перед кем-то себя обязанным. Вот тут я вижу, что вам хочется стабилизировать, чтобы подытожить какую-то ситуацию и в то же время уйти от какого-то минуса, от хитрости, обмана, от того, что, да, используют, правда? И где-то, может быть, забрать свое. Вам как будто нужно тут новую стратегию, тактику разработать, а кто-то из вас не видит продолжения в конкретном месте. Не только даже от хитрости, от разочарований вы хотите уйти. Кто-то связывает именно предстоящую поездку или какую-то задумку, может быть, и по работе, когда вы тоже вот что-то хотите переиграть, окончательно с чем-то проститься, потому что вот за плечами такой грустный опыт. Ну ладно, что нужно для того, чтобы желание сбылось? Вот смотрите, есть какой-то, правда, может быть, есть человек конкретный, и пусть двойка кубков говорят нам чаще о любви. Ну, мы так принято у нас, мы так и воспринимаем, но не совсем так, мои дорогие. Для вас нужно найти какую-то первую правильную информацию. Тут, правда, информации поиск или поиск конкретного человека. Это не обязательно любовь, а это должен быть какой-то надежный человек или вас устраивающий вариант. Не в одном чем-то, а сразу в нескольких позициях. Может быть и деньги, может быть и надежность, может быть еще какая-то перспектива на будущее. Кадуцей, который изображен в верхнем правом углу. Это символ, это как посох Меркурия или жезл Гермеса. А Меркурий, мои дорогие, вот интересно, те, кто смотрит мой расклад вот буквально сейчас. Уран в Близнецах, а планета-управитель– это как раз у Близнецов Меркурий. И, может быть, с продолжением где-то на конец августа, поскольку 23 числа, 23 августа, наше светило, Солнце, входит в знак зодиака Дева. И это критическое мышление. А у Девы, как известно, как и у Близнецов, опять же, управитель Меркурий. Меркурий или Гермес. Берите выше, Гермес Трисмегист, может быть и так. Но я уже не вдаюсь в эту философию, хотя
Ведь у кого-то на кону что-то подобное, кто-то обдумывает очень далекую стратегию. И вы сейчас случайно просто открыли это видео. Вот то, что вы думаете, это точно нужно продолжать. Тут потому что какой-то, знаете, М, какой-то судьбоносный смысл, что ли, есть, или возвышенный, пусть даже смысл, но быть готовым к тому, что вам придется договариваться для того, чтобы осуществить задуманное. И пусть даже один человек, но надежный для вас был бы очень кстати, или все остальные ситуации вам нужно тоже где-то просчитывать таким образом, чтобы люди вам откликались. Ведь эта карта, обратите внимание, хоть мы и говорим любовь, а нет, в этой колоде это достаточно холодная карта. Здесь двое, если мы присмотримся с закрытыми глазами. Они понимают друг друга без слов. Вот у вас какое-то единение души должно быть с конкретным человеком или единомышленником для того, чтобы вот что-то подобное осуществить или найти этот вариант. А что же еще? А ведь и правда у кого-то будет связано с переездом, может быть, даже с семьей. Тогда это может говорить, ну, так и о рациональных энергиях, которые связаны с вашими близкими буквально тоже. Или финансовые, опять же, ситуации. Это и дом, и место пребывания, но и еще какая-то финансовая стабильность. Здесь не такой простой вопрос. Он может лежать, как вот, знаете, ну, наверное, как по Венере. И любовь, чувства, и одновременно деньги, финансы. Вот тут нужно что-то соединить. И при этом, при всем, не себе не создать какой-то такой, знаете, патовой ситуации. Наоборот, тут выход, скорее всего, вы откуда-то ищете. Хорошо. Ну, давайте мы спросим. Так вы найдете этот выход? Как видят? Да. И больше, наверное, может быть, хотя я допускаю, жезлы выпали. Смотрите, тут как будто нужно будет соединить, если уж мы так говорим, вам нужно будет соединить сразу несколько сфер вашего влияния, вашей жизни. Кубки– это взаимоотношения, это договоренности, но это тогда надежные люди, которым не надо ничего 150 раз заново объяснять. Пентакли. И здесь конкретно дом, стены, место пребывания и финансы. Жезлы. Дела, работа, бизнес, наши достижения, документы. Но праздник– это праздник после победы. Это какие-то согласования. Значит, вот так вот медленно, с каким-то просчетом, слушая интуицию. Почему? Вы не должны повторить какую-то ошибку. И если вот мы так с места в карьер рванем, мы ничего не получим. Поэтому, ну вот на ближайшие, наверное, дни, то вот нет. А вот чуть подальше, когда вы что-то вот здесь переиграете или найдете, может быть, если не касается вашей семьи, а взаимодействия, просто вы действительно ищете специалиста или какого-то конкретного человека, то тут есть возможность его найти. Значит, встреча какая-то произойдет. Она словно, ну, можно и сказать, прописана уже в небесных скрижалях. А если это связано с семьей или взаимодействием с человеком, то здесь должен быть обязательно взаимный энергообмен. Тут должны быть контакты, четкие договоренности. Не призрачно, это конкретика какая-то. Опять же, десятка пентаклей, подушка безопасности. Или пусть это ситуация по работе. Тут ведь у нас двойка жезлов. Кто-то и рабочие моменты решает. Может быть, ваши задумки. Тут и для работы все важно, и место вашего пребывания. Может, у кого-то работа на дому, кстати. Может быть, и вы тут что-то отстраиваете, обустраиваете, решаете, согласовываете. Ну вот, будьте внимательны. Будьте где-то, ну, внимательны к подсказкам собственной души, потому что нам ведь и семерка мечей показывает, и тройка мечей. Это какой-то опыт. Уже какие-то грабли состоялись. Да, вы хотите, может быть, от этого уйти, но поспешность, она была бы тоже ошибочной. Вам, может быть, вот эти минусы, они и случились именно потому, что вы не успели что-то прежде додумать, не успели что-то просчитать или доверились, может быть, не тому. А если мы тут совершенно другого ракурса подходим, вот гляньте, что может быть лучше? Такой шикарный триплет. Перекладывайте на себя, мои дорогие. И я благодарю за то, что вы смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал. Здесь, на этом канале, возобновляю работу и планирую оставить на личную жизнь расклады. Оставайтесь со мной, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.